Надирбек Абдусадоров жертвует коня Дмитрию Андрейкину, но потом что-то пошло не так. Давайте же мы разберемся, что это за лютый шахматный движ. Партия шахматного тяжеловеса Дмитрия Андрейкина против четвертого шахматиста в мире Надирбека Абдусадорова была сыграна в Rapid на Chess Rapid Championship. Дмитрий пихает центральную пешку d4. Конечно же, мы ожидаем ферзевой гамбит, куда без него. Конь f3, d5, и есть желание закаруанить своего слона на поле g2, постреливать на ладейку на весь ферзевой фланг черных. Из ферзевого гамбита Каталониус забирает Надирбек пешку. Это все ходы по теории конь c6, пока все хорошо, но потом, ближе к середине партии, нас ожидает лютый расколбас. Дмитрий уходит в рокировку, Надирбек уводит превентивно свою ладейку из-под диагонали h1, a8 с огромным желанием сыграть на удержание пихунделя на поле c4, чтобы его спасти. Слон g5 надо завязаться, потом пихнуть e4, e5, и чтобы сразу уйти из-под этой связки, Надирбек играет слон e7, теперь e4, e5 не имеет никакого значения, ибо конь может пропердолить пешку сразу на e4, поэтому e3. Хорошо, укрепляем пешку на поле b5, защищаем свою малышку на c4, на b3 надо подорвать, забрал, теперь подвисает пешка на поле a7 и подвисает конь на поле c6. Надо наблюдать, надо аккуратно любые угрозы парировать. Абдусадоров играет a6, пешка защищается слоном, осталось только еще засунуть на поле b7 своего белопольника, и конина будет защищена. Конь bd2, идет конина развиваться на поле e4, возможно, после взятия вонючего коня на поле f6. Рокировка, ферзь b1 от Дмитрия Андрейкина с идейкой просто выдвинуть своего кандидата на e4, засунуть ему на e4 как подписку на этот канал и лайк этому видео. Слон b7, превентивно атакуя поле e4. Если сейчас сыграть e4, например, можно получить некоторые неприятности ввиду обычного конь d4. Поэтому аккуратненько, ладья c1 следует в партии. Конь b4, конина пошел куда-то, освободил место для пешки на поле c5, открыл диагональ, чтобы каруанского слона просто скушать. И, конечно же, поле e4 надо брать на абордаж, поэтому чтобы поле e4 не провисало у белых, Дмитрий сначала пишет коня на поле f6, тем самым убирает одного из атакующих. Защищающий забирает слона, конина выскакивает на e4, вонючий конь неприятный, потом идет на поле c5. Нам это неинтересно, нас это не возбуждает, поэтому Надирбек просто его забрал. Пригодится, плов из него приготовим. Пошла ферзь на поле e4, угрожает ход h4, чтобы потом как-то слон h3, король g2, ладья h1 и просто вести своих боевых монстров в атаку на черного терпилу. Ферзь d6, где-то готовится продвижение c5, возможно как-то когда-то h4, сразу же идет план с атакой на позицию черного короля. Можно даже не готовить никакие слон h3, а просто пихать и пихать вперед. Пешку g, потом пешку h. Ладейка идет на c8, ладейка на поле c5, чтобы прошвырнуть ее просто на поле h5. Белые имеют идейку просто поставить мат. Вот таким нехитрым образом белая ладья перебрасывается для атаки. Андрейкин мастерски атакует, но самый сок этой партии нас ожидает дальше. c6 укрепляют пешку b5, Надирбек ничего не боится, но Дмитрий начинает свою атаку. Ферзь d8 на h4, мы просто навалились, чтобы ее скушать. g5 пошел, и слон e7. Ладью пора прогонять. Ладья, конечно, может уйти на поле e5, но тогда слон d6, и мы ладейку просто чпокнем. Пешка g5 перегородила потанцевальный ход ладья h5 с нападением на мат, но там g6, ладья h6, слон f8. Ладейка бы попалась, которая кусалась, поэтому ладья просто себе на c1 отступает. Следует c5, удар по центру, лучшее противоядие на любые ходы соперника на фланге. Это удар по центру под дых. Забрал пешку, и в этой позиции подвисает конина на поле b4, и Надирбек ничего не боится, он просто играет
забирает ладья c5. Бриллиант. В чем же идея этого бриллианта? На самом деле бриллиант несложный. На уровне третьего разряда. Что же будет, если забрать коня на поле b4? Давай я тебе дам слово. Черкани в комментариях. Еще не смотри ответ. Просто жми видео на паузу. Черкани в комментариях, что будет в случае взятия этого вонючего коня. И вот прямо сейчас напиши, давай. Лайк видео, подписку, все как ты любишь, и пиши комментарий. Ну а для тех, кто не нашел, после взятия вонючего коня на поле b4, если же, например, после ладья c5 забрать вонючего коня, обычный шахидос на поле c1 взятия ладьи, и слон b4 забираем этого ферзя. Поэтому после хода ладья c5 Андрейкин просто забирает ладью на c5. Следует взятие слоном, конь уже защищен, равная позиция. Ну атака Андрейкина здесь еще не иссякла, и вот именно эта атака решит исход этой партии. А лучший исход может быть для кого-то лучшим, для кого-то не очень. Конь Е5 заскакивает конина, посматривает на поле С6, плюс ферзь F4 можно протарабанить с угрозой взятия на поле F7. Ферзь D2, Надирбек закинул ферзя на поле D2, угрожает какими-то там ходами. Конь C2, потом где-то жертва на Е3 провисает. В общем, закручивается какая-то неприятность. Ферзь F3 защищает F2 на всякий случай, и на F7 также посматривает. Тихим ходом ладья F8 загвоздили эту пешку, не боимся. Ладья D1, Андрейкин прогоняет ферзя Надирбека, и ферзь C3 атакуем конину, который тут уже завонялся. Конь D7, маленькая вилочка, небольшая, ладья E8. Можно было бы еще поставить ладью на D8, вот так вот обкакаться. Что бы было, если ладья D8? Также предлагаю тебе найти интерактивная рубрика «Сыграй как Stockfish». Да после ладья D8 просто вот такой вот шахунди, или если брить этого коня, ладья D8 теряется просто ладья. Поэтому после конь D7, ладья D8 нельзя ни в коем случае. Ладья E8 пошел сюда. H5 Андрейкин надвигает своих пехотинцев. Слон E7. Надирбек подводит свои фигуры к защите всех и вся. Но этот пихает дальше. G6 забрал. Сдвоенные пешки. Серьезной угрозой ферзь G4. Напасть сюда, напасть туда. И это все держать будет ой как непросто. Что же Надирбек здесь исполняет? Пока ферзь G4. Все как доктор прописал. Напал на G6, напал на E6. Ферзь B3, пешка упала. Защищает Надирбек пешку на E6, а G6 решил попрощаться. Ладно, слон E4 не спешит Андрейкин брать. Идея в том, чтобы взять ферзем пихунделя и сюда уже как-то потом въезжать в чресел. Слон H4 играет Надирбек. Идея этого хода в том, что после взятия, если оно будет взятие, потом уже теряется ладья на поле D1, и результат этой партии поворачивается неожиданно уже на сторону черных. Но в партии было после слона H4, конечно, брать такое нельзя. В партии было просто король G2, и после хода ладья D8 Надирбек зевает тактическую идею на уровне второго разряда. Справедливости ради стоит сказать, что 2 минуты на часах, у Андрейкина 5. А что же он зевает? Он зевает обычный зевок слона на поле H4. Дело в том, что теперь, если забрать эту ладью, как было задумано, забирается ладья на поле D1, но Андрейкин потом забирает ладью на поле D8. Вот такой обидный зевок, но это не помешает Абдусадорову дальше радовать нас своими мощными оригинальными партиями. Жми подписку на канал, лайкосик, и можешь посмотреть вчерашнее видео, где Дубов с Андрейкиным дубасили друг дружку не на шутку. И кто победил, также можешь увидеть в том видео. До новых встреч!